Не надо мне сувать в лицо эту... Не надо. Спасибо. Вот он, блин. Куда ты едешь? Постоянно какие-то ситуации такие происходят, что ты думаешь, слава богу, жив остался. Оказывается, надо было просто прийти сюда с утра. Не вечером, а с утра. Столовая храма Прем-Мандир. Они все по 50 рупий, смотрите, друзья. Вот, друзья, еду на велосипеде по нашей деревне. Решил на велосипеде покататься, пока дождь не пошел. Сейчас 2 часа дня. Хочу опять поехать поесть в тот ресторанчик, где я был вчера, в эту желто-зеленую кафешку, как я называю. Сначала попробую съездить найти Axis Bank, а потом мы с вами поедем обедать в эту кафешку. Видите, как здесь страшно ездить. Очень много. Все тебя обгоняют, все тебя подрезают. На велосипеде стало страшно ездить по Вриндавану. Это вам не Анталия с отличной велосипедной дорожкой. Да. Видите, как едет почти по встречке. Это просто капец. Здесь как они водят, как они ездят. Вот видите? Очень страшно ездить. Постоянно какие-то ситуации такие происходят, что ты думаешь, слава богу, жив остался. Это происходит там через каждые 5 минут поездки на велосипеде. Половину дороги занимают вот эти паломники, которые идут. Видите? Они идут, естественно, по самой дороге, где ходят, где ездят автомобили и все движение. Вот этот едет на мотоцикле, на скутере и разговаривает по телефону. Да, вот так. Эти вон 3 придурка на одном мотоцикле несутся со скоростью 100 км в час здесь. Чего у людей в голове? И ходят вокруг города босиком. Босиком. Здесь они ходят все. Все идут босиком. Здесь раньше не было асфальта вот на поликромной дороге. Рассказывают старожилы, кто здесь давно живет, давно приезжает. Они рассказывают, что здесь вот на этой дороге асфальта не было, а была вот эта пыль. И по ней, когда люди ходили, говорят, было так мягко, прямо она такая, эта пыль мягкая такая. Ну, по песку вы идете, по пыли, она мягкая. А потом здесь положили асфальт на парикромной дороге со временем. Ну и получается, что, конечно, когда вы по асфальту идете летом, в жаркое время, босиком, ну это как это можно вообще? Он же раскаляется до 70 градусов. А они как-то ходят. Конечно, они не ходили в самое жаркое время, когда плюс 47 было. Но вечером, после заката солнца, тоже ходили, даже в сезон вот этот самый жаркий. Даже после заката солнца эта дорога, она раскаленная остается. А мы с вами едем в район храма Прем-Мандир, который вот этот. Самый помпезный, красивый этот храм. Все, я слез с велосипеда, иду типа пешком, потому что здесь вот так страшно. Страшно. Дайте пройти. Во, прошел, все. Вот сюда. Вслед за мотоциклистом. Да, трактор этот еще идет. Вот, тормози, тормози. Здесь все перекрыто. И нам вон туда, куда? Где перекрыто. Видите как? Вот, смотрите, друзья, я приехал уже в район Прем-Мандира. Вот этот большой фудкорт слева, который они построили. Можно здесь поесть. Но мне понравилось там в маленьком кафе. Вот фудкорт. Фудкорт. И там дальше еще один такой фудкорт. За Прем-Мандиром. Я давно здесь не был. Вот. Со времен аномальной жары. Чего ж ты тут едешь-то? Это же не твоя сторона. Да и как мне проехать?
Здесь где-то SBI есть, Государственный банк. Да, он здесь есть. Я там был, у меня есть счет в этом Государственном банке, который я открывал еще в Ауравиле, когда жил там какое-то время. Но они мне его заморозили, этот счет, потому что я им не пользовался больше 2 лет, и там 0, на счету 0. Я пришел сюда, в этот банк. Они мне сказали, ты можешь возобновить, но для этого надо ехать в то отделение, в котором ты его открывал, то есть в Ауравиль. Второй фудкорт, видите, вот, слева. Это второй фудкорт. А справа вот это уже ашрам, который принадлежит Прем-Мандиру. Сам Прем-Мандир мы проехали. О, вот он, Эксис-банк. Сейчас я где-нибудь припаркую. Фу, жарко, я мокрый весь. Я зашел в этот банк, а там кондишка, холодно. И пот течет. То есть вот после вот этой духоты. У меня постоянно, когда я из духоты захожу в помещение, где холодно от кондиционера, я начинаю еще больше потеть какое-то время. Я заметил еще в Ауравиле. Постоянно я ходил на свою работу там на радио. А там всегда кондиционер на всю катушку молотил на этом радио. А в самом Ауравиле было вот так, как здесь. Вот такая же влажная погода. И я начинал там потеть, блин. Пока организм не адаптировался к кондиционеру. Кстати, довольно опасно, можно простудиться. О, здесь хорошая дорога, друзья. Сейчас мы поедем с вами с ветерком. По крайней мере, какое-то... Вот он, блин. Куда ты едешь? Куда ты едешь навстречу? Сейчас бы врезался вам в тот мотоцикл. Да, здесь лучше с ветерком не ездить. Это чревато с ветерком ездить. Да, вот оно, наше сине-зеленое кафе. Вот оно, это кафе. В общем, смотрел меню, смотрел. И ничего не придумал, кроме как снова заказать тали здесь. В этой вот хорошей зеленой кафешке. Мне она нравится, она как детский садик такая, веселая, желто-зеленая, видите, такие желто-зеленые стулья, веселая и недорогая кафешка. Вот тали 110 рупий и 20 рупий вот эта маленькая Кока-Кола, Тампсап называется, но эта компания Кока-Кола изготовляет. Привет, друзья! С добрым утром еще раз, потому что это утро следующего дня. И я снова еду туда, в район Прем-Мандира. Мне надо сегодня снова с утра заехать в банк. Он там напротив Прем-Мандира, того самого красивого храма. И заодно сходим в храм, попробуем туда попасть. Потому что давно я туда хотел сходить, но постоянно, когда я прихожу туда вечером, там огромное количество людей. И просто невозможно зайти, когда эти все люди стремятся зайти в эти ворота. Решил поехать на рикше, вот на таком электромобильчике, потому что очень влажно и довольно жарко. Если я туда пойду пешком или поеду на велосипеде, то когда я туда доберусь, буду весь мокрый и потный, с меня будет течь этот пот. Когда я зайду в банк, не хотелось бы. А когда особо не напрягаешься, просто едешь на рикше, тебя обдувает ветерком, хорошо и нормально. 50 индийских рупий стоит доехать от моего дома, прямо от поворота моего до Прем-Мандира. Мой первый капучино в Индии в этот раз. Вот я пришел в этот большой фудкорт. Сейчас около 10 часов утра. Я приехал в банк. Здесь рядом он, через 2 дома. В банк рановато приехал. Думаю, дай-ка я пойду выпью капучино. И потом пойду в банк. Вот в этом классном новом фудкорте. Это второй фудкорт. Около банка как раз этого Эксис-банк. Видите? И он пустой пока еще. Вечером здесь будет много людей. Вот смотрите, какая стильная кафешка. Прямо такая, какие-то старые газеты. Вон оформление такое интересное. Вот такой фудкорт. Он одноэтажный. А тот первый, который прямо напротив Прем-Мандира, там 2 этажа, он больше. Этот поменьше фудкорт. Но я думаю, что одна и та же фирма. Капучино горячее. Привет, друзья. Вот я в Прем-Мандире. Оказывается, надо было просто
прийти сюда с утра. Не вечером, а с утра. И вот спокойно зашел, немного народу. Индийцы, они такие же совы. Совы, не жаворонки, совы, как я. Так, а что тут закрыто? А, надо, получается, типа вокруг обойти вот так, да? Вот он, друзья, красавец. Прем-мандир. Это очень-очень дорогой храм. И построен он был, кажется, в 2012 году. Да, в 2012. Стоил огромное количество миллионов долларов. И вот этот мрамор, из которого он построен, белый мрамор, вот он, видите, вот этот материал, из которого построен этот храм, это итальянский мрамор. Его привозили сюда самолетами в Индию. Сколько надо было сделать рейсов самолету, чтобы привезти нужное количество мрамора, чтобы построить этот храм. Не только сам храм, а вот эта площадка, она из этого мрамора сделана. Вся вот эта площадь, на которой он стоит, очень красивый. Самый красивый, самый помпезный храм во Вриндаване. Конечно, все сюда стараются прийти вечером, поэтому здесь не пройти вечером. Дело в том, что этот храм вечером очень красиво подсвечен. У меня есть видео на канале, ну, довольно старое, с прошлых лет. Я сюда специально приходил в темное время и снимал, как он переливается всеми цветами радуги. Сюда люди специально приходят вечером, чтобы полюбоваться на этот храм. А вот здесь, вот это место, вот за оленями, видите, вот олени. Олени. И вот там за оленями это цветомузыкальный фонтан. Тоже такое представление музыкальное, цветовое, очень красиво. Поэтому, конечно, все приходят сюда вечером, чтобы полюбоваться этим. Днем, ну, днем он красивый, конечно, тоже. Туда можно зайти внутрь, там помолиться Кришне. Этот храм построил человек по имени Шри Крипалу Махарадж. Крипалу Махарадж. Вот там, видите, огромный экран. Сейчас он не работает, а вечером его включают. И там транслируют видео с гуруджи этого храма, Шри Крипалу Махарадж. Но он уже покинул тело. Мне он нравится, он, знаете, такая внешность у него, она похожа на, вот как я представлял себе Дона Хуана, индейца мексиканского. Вот очень похож он, такая какая-то у него, на мой взгляд, такая мексиканская, индейская, не индийская, а индейская внешность. Почему-то я тут не вижу ни одного портрета Махараджа. Ну, сейчас, может, найдем где-то, я вам покажу. Смотрите, какая колесница. Это кто, как вы думаете, друзья? Это Кришна и Арджуна. А вот это самое главное место здесь. Это столовая. И как я мечтал раньше все время сходить в эту столовку, поесть пури с утра. Сейчас такой классный охранник стоит на входе. Рады. Кепка у него хорошая. Я хочу такую кепку себе. О, друзья, видите? Столовая храма Прем-мандир. Что мы можем здесь взять, поесть? А что угодно. Вот, например, масала доса такая здесь классная. Есть. И кофе. Можете себе представить, да? Обычно в кришнаитских храмах, ну, которые искон, там не дают ни кофе, ни чая. А здесь, пожалуйста, кофе настоящий. Да, настоящий кофе. Так что ничего страшного в употреблении кофе и шоколада нет. Вот, пожалуйста, видите? Какая красота. 50 рупий всего. Такой крем-ролл. Там шоколада куча просто. Они все по 50 рупий. Смотрите, друзья. Все печенье, все пироженки по 50 рупий. А я есть не хочу. Я дома поел сегодня с утра. Макаронов себе тоже сварил с чечевицей.
Поэтому мне не хочется есть. Может, что-нибудь ласи, например. Так, а какие цены? Чоли-бачури 120, алю парата 2 штуки 100. Ну, тут цены прямо как в таком хорошем ресторане. На самом деле. Идли самбар 90. Да. Да, ласи 80 рупий. Ну вот я ласи возьму себе сейчас. Ласи 80 рупий. На базаре 50 у этого парня, где мы пьем всегда. Там хороший парень, у него 50. Есть 80 в храме. Ну что ж, красиво жить не запретишь. Вот, выбиваете чек. Сейчас везде такая система в общепите в Индии. Собственно, это обычное кафе. Общепитовское. Только без кондиционера почему-то. Ласи. Рады. Вот мой ласи. Видите, там орешки. О, какой ласи. Пойдемте вон в тот большой зал. А, там нет столиков сейчас. Ладно. Просто там потише. Тогда куда-нибудь под вентилятор. Вон стол есть под вентилятором. Кондиционеров здесь нет. Там фисташки сверху. Орешки. Выпил ласи за 80 рупий. Ну, вам честно скажу, у этого парня за 50 рупий на Лой-базаре ласи лучше, вкуснее, гуще и больше по объему. Здесь вот вечером они что-то продают. Просадик такой сладости. Типа как халва. Девочка снимает свой блог. Вот. Здесь где-то есть слоники, с которыми все фотографируются. Вон там на входе. Вот на эту площадку мраморную, сюда перед храмом, сюда нельзя заходить в обуви, уже туда нельзя. Здесь можно ходить в обуви, а туда уже нельзя. Ну, все тут оставляют обувь прямо здесь, вот около слоников. А, вот он стоит, охранник, типа говорит, нельзя тут обувь оставлять. Идите, говорит, вон туда отдавайте обувь. А раньше и тут оставляли, и все было заставлено этой обувью. Ну, некрасиво. Поэтому вон там есть специальное место, где можно эту обувь положить, чтобы она здесь не валялась у всех на виду. Вот, смотрите. Это Кришна. Вон он. Видите? Вот он, друзья, гуру этого ашрама. Вот он, Шри Крипалу Махарадж. Вот так он выглядит. Немножко выцветший плакат. Да. Ну, мне кажется, он вот чем-то похож на мексиканского гуру, на такого мага древней Мексики, как я себе представлял Дона Хуана всегда. Это около храма, снаружи. Вот, я вышел уже. Вот это выход справа. А слева там вход. И там все, посмотрели мою вот эту сумку с документами. В банке я ходил. Все посмотрели там, обшмонали, карманы проверили. Нет ли у меня там сигарет, спросили. А здесь около храма, как всегда, здесь куча всяких цыган. Которые, да не надо мне сувать в лицо эту свою фигню. Эту. Кого только нету здесь около храма. Популярное место, что? Да, ну. Вот они все хотят мне что-то продать. Не, Прабу, мне не надо.
Не. Не надо. Не надо. Спасибо. Даняват, Прабу. Вот, очень весело тут около прем-мандира. Не, мороженое, что только не суют вам в лицо тут. Мороженое, вот эти краски, чтобы покрасить вам лоб. Какие-то караталы, вот эти тарелочки, в которые играть можно. Дзинь-дзинь-дзинь, караталы называются. Чего только нету. I just going by the road. No. Мне уже предложили поехать на мотоцикле с ним. На мотоцикле, говорит, тебя подвезу. Да вон рикша есть тут. Нормально. Пешком пойду. Пешком пойду. Буду идти снимать видео. Не хочу. Я сюда приехал, кстати, на рикше с утра. За 50 рупий. Ну, 50 рупий, я считаю, нормальная цена. Прямо от своего дома. И вот сюда. А тот тогда мне слой базара до моего дома предложил за 100 доехать. Что-то как бы дорого тогда, я вам говорил. О, ничего себе. Вот это да, друзья. Смотрите, какой магазин тут построили. Еще одна новинка. Там еще на второй этаж. Ресторан там. На верхнем этаже. А здесь магазин сладостей. Но я не ем сладости, мне не надо. Вон охранник стоит. Рады. New shop. Good. Для меня беспонтовый, большой, бесполезный магазин. Сладости я не ем. Что-то я не ем в последнее время сладости, они просто как бы не лезут в меня. Вот этот магазин для меня может быть полезен, друзья. Харе Кришна. Здесь много интересных вещей. Это очень классный магазин сантехники, кстати. Надо запомнить, что он здесь есть. Тут вот всякие такие штуки, типа, знаете, вот эти. Краник перестал закручиваться, эту вставочку покупаешь, просто старый выкручиваешь, а новый вкручиваешь, он работает у тебя. Это такая очень простая система индийская. Они дешевые, эти вставки. А здесь поесть можно тоже. Вот, кафешки повырастали здесь, как грибы. Вот она, друзья, вот эта дорожка. Вот мороженщик. Продает мороженое. Но это нормальный мороженщик, он продает промышленное мороженое, не самодельное. У самодельных лучше не покупайте, а тот, который просто перепродает, ну, такое обычное в упаковке промышленное мороженое с максимальной ценой, там, с МРП. Это можно покупать у них. Нормально, не отравитесь. А тот, который самодельные делают, лучше не покупайте. Неизвестно, что там за вода, которую они используют. Везде куча какого-то щебня. Везде что-то делают, что-то подделывают, что-то копают. И никак не закопают окончательно. Это вот бесконечный процесс раскапывания, закапывания. В одном месте раскопали, в другом закопали. А так, чтобы когда-нибудь это прекратилось и стало все хорошо. До следующего там раскапывания. Такого нет. Это вот постоянный, ежедневный процесс. Он никогда не заканчивается. Вон красивый ашрам вот этот. Известный здесь на въезде во Вриндаван. Там начинается уже как бы Вриндаван. То есть вот то, что мы сейчас идем, где прем-мандир, это, конечно, тоже Вриндаван, но это как бы получается за пределами парикрамной дороги. А вот туда уже там будет как бы внутри парикрамной дороги старый Вриндаван. Вот видите, какой Ганеша. Это же супер-мега Ганеша, настоящий слон. А там Хануман есть рядом. Вон там. Тоже такого же размера. Такого же огромного размера Хануманчик. Вот появились вот такие вот классные электромобильчики.
Это новое что-то в электромобилестроении. Вон предлагают мне поехать. Да не, Прабу, я пешком. Очень влажно. Я посмотрел, влажность 85%. То есть ты идешь просто и потеешь. Жарко, не жарко. Температура такая где-то около 30. Но это, считай, не жарко по вриндаванским меркам летним. Но вот эта влажность. Откуда она? Вроде как и дождя давно не было. Вчера не было целый день дождя. Сегодня, я думал, будет дождь где-то часов в 10. Его не было. Ну, к вечеру точно будет, потому что парит и тучи. Ну вот 2 дня не было, а все равно влажно. Это просто дует вот этот южный влажный ветер. Он сюда приносит вот эту влагу. Это не потому, что как бы дождь прошел, и это все испаряется, и поэтому влага. Нет, это потому, что сам ветер, который дует из других мест сюда, на Вриндаван, сам этот ветер, он влажный. Он несет с собой воду с юга, с тропиков. Поэтому возрастает влажность. Есть такой популярный миф, что в жаркую погоду якобы надо пить горячее. Горячий чай, горячие напитки. Не холодные напитки, прохладительные, а именно горячие. Ну, на самом деле это правда. Действительно, вот эти жители пустынь, жители жарких стран в древние времена всегда пили горячий чай в жаркое время. Почему так происходит? Почему именно горячий чай и зачем? Стоит ли нам следовать их примеру? Ну, во-первых, они пили горячий чай, потому что холодного-то не было тогда. Где эти бедуины в пустыне в древнее время могли взять холодное что-то, холодную воду? Холодильников не было тогда. Ну и оставалось им пить горячий чай. Второй момент, что нужно учитывать обязательно влажность. Что происходит, когда мы пьем горячий напиток или едим горячую еду? Вы, наверное, замечали, что когда мы едим горячую еду или пьем горячий чай, горячий кофе, какой-то горячий напиток, мы начинаем потеть. Многие люди начинают потеть усиленно после этого. Вот представьте, вы поели горячего такого наваристого супа. Если он еще даже чуть-чуть остренький, то вы начнете обязательно потеть после того, как его съедите. И вот именно из-за того, что горячие напитки и горячая еда стимулируют потоотделение, считается, что легче переносить жару. Это относится только к сухому климату. Вот в такое влажное время это не работает. И после горячей еды и горячего чая вы просто будете еще больше потеть, и вам будет еще хуже. Если у вас влажность низкая в жаркое время, если вы попьете горячего чая, это усилит ваше потоотделение, он будет лучше испаряться и лучше охлаждать ваше тело. Поэтому вам будет как бы легче. Вот в такое время, как у нас было плюс 47 и влажность там 10%. Да, в такое время это актуально, выпить горячего. Вот в такое время, как сейчас, когда за 30, 32 и повышенная влажность там под 80%, от горячего напитка или от горячей еды вам будет еще хуже. В плане того, что вы будете чувствовать, вам будет более жарко и душно. Вы будете сильнее потеть, а этот пот в повышенной влажности, он не может испаряться. Просто будет течь с вас и все. Поэтому в сухом жарком климате, в сухом, как в пустыне, лучше пить в жару горячие напитки, есть горячую еду. А вот во влажном и жарком климате, например, как в Таиланде, или как вот здесь сейчас, или как в Гоа, где-то там всегда влажно, там лучше пить прохладительные напитки. Но, конечно, не пейте те, которые с сахаром, вам от них тоже будет еще хуже. Вот можно попить просто прохладной воды, не холодной, прохладной. Если холодной, можно простудиться. Либо газировка есть такая, газированная вода без сахара, называется здесь plain soda. Тоже очень хорошо помогает во влажное жаркое время. Нормально. Вот именно, кстати, с этим и связано еще и употребление острой пищи. Потому что на горячую и острую пищу у нас во рту, на языке, во рту, вот эти рецепторы реагируют практически те же самые,
что на горячую, что на острую. Такое же действие, как и горячая пища, на организм, на потоотделение может оказывать острая пища. Поэтому в жарких странах популярна острая еда. Кроме того, острая пища, вот это вещество, которое обладает острым вкусом, оно, кроме того, обладает бактерицидным действием и убивает всякие разные микробы, бактерии, которые усиленно размножаются здесь в жаркое время. Вот, кстати, и Гашала Искон Шоп. Мне надо купить капли в глаза. Вот, друзья, купил капли глазные вот эти. Уже 3-ю бутылочку. Нитроджоти называется. 40 рупий стоит. Но вот бывает, покупаешь эти капли. Они прям такие сильные. Закапываешь в глаза. Они начинают щипать, у тебя слезы идут. А бывает нет. Бывает как вода. Когда будет попрохладнее, не так влажно. Вот можно сюда приходить, сидеть на травке. Здесь очень хорошо. Ну вот здесь что-то тоже они строят, перекопали. Здесь же были коровники у них. Вот здесь жили коровы. Сейчас они коров выгнали отсюда. Ну куда-то переместили в другое место. И что-то здесь перекопали, все будут делать что-то. Может просто будет опять же загон, только какой-то апгрейденный, модифицированный. Вот этот загончик, это тоже там коровы. Они сейчас там живут, похоже. Вот тоже коровник, загончик. Вон там они, коровки. Фу, жарко, душно. Во, там одна корова. Одна корова только. А где остальные? Привет, корова. Ты съешь мою камеру? Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Красавицы. Коровки. Вот они что производят. Капли глазные. Коровки. Вот сколько их. Красавицы коровки мои. Дорогие коровки. Хорошие звери. Вот какие. Смотрите, красавцы. Вот какие. Привет, коровка. Ты красавица. Ты настоящая браманическая коровка. Да, настоящая коровка. С красивыми рогами. Вот такая. Вот такая коровка. Вот они. Звери, звери. Животные. Хорошие. И вот здесь еще. Видите, здесь тоже коровки. Вон там телята есть. Маленькие. Одного теленка вижу. Я почти пришел к себе домой. Сейчас из Гашалы направо, там еще полкилометра пройти. Что-то я...